Привет, меня зовут Светлана, и вы на моем канале, видео на котором посвящены моему хобби – вышивке и чтению. Хочу, друзья, разнообразить ваше время, проведенное за вышивкой, путем подачи информации, которую я считаю интересной. На календаре 4 сентября 2022 года. Сегодня в программе. Согласно традиции, сложившейся на канале, первая часть видео будет посвящена вышивке, итогам за прошедший период с 26 августа по 4 сентября. А во второй части видео вновь состоится заседание нашего светского клуба, и посвящено оно будет загадкам драгоценных камней. Пожелтевшие страницы старинных пергаментов хранят множество тайн, загадок и аллегорий. Бестиарии описывали в большей степени фауну, флорарии – флору, а лапидарии – все то, что относится к миру неживой природы. Камни и то, что человек того времени причислял к ним, органические объекты, такие как кораллы, янтарь, продукты жизнедеятельности живых существ и прочее, безусловно, занимало огромное место в различных областях его жизни. Они являлись и мерилом ценностей, и магическими амулетами, и украшениями, и медицинскими снадобьями, и ядами, и противоядиями. Мир камней для человека того времени был менее доступен для познания, чем мир растений и животных, и поэтому считался загадочным, таинственным и даже волшебным. А пока, друзья, давайте вернемся к первому пункту нашей программы, к вышивке. Я вышиваю картину известного итальянского художника Евгенио Эдуардо Дзампиги. Все технические характеристики, друзья, оставлю в описании под видео. Вот так должна будет выглядеть моя работа в итоге. Я вышиваю крестиком в 2 сложения нити на аиде 18-го каунта. На сегодняшний день, друзья, полностью вышита первая часть картины, которая называется «Джузеппе». И мы уже в самом низу второй части картины, которая называется «Розочка». На данном участке осталось вышить мне лишь каменное покрытие. Одним словом, моей задачей на следующий период остается пол нашей розочки. Им и займусь. А сейчас на ваших экранах появится фото картины с результатом на начало отчетного периода. Вот так моя работа выглядела на 26 августа 2022 года. А вот так моя работа, друзья, выглядит сейчас, 4 сентября 2022 года. Как видите, закончена юбка, появились ножки, туфля остроконечная, остроносая, с элегантным каблучком. Вторая туфелька еще не вышита, я все-таки удерживаю нашу розочку за большой пальчик ноги. Дело в том, что для того, чтобы полностью закончить нашу героиню, мне требуется перемотать канву, чтобы иметь доступ к вышиваемой области. Здесь уже, друзья, идет смотка. И в таком случае лицо нашей героини оказалось бы уже в другой реальности, смотанным. Мне показалось это грустным, и я решила остановиться на том, что есть, чтобы вы могли еще раз взглянуть на полюбившийся персонаж. Для любителей цифр оглашу, что мною вышито уже 68,5% работы.
В крестиках это составляет 165 697 крестиков. За неделю мне удалось вышить 5865. И осталось всего 76 223. Вот так, друзья. И все. И финиш, занавес, да. Результатом я довольна. На текущий момент мне нравится, друзья, то, что я вижу на конве. Как проработана схема, как естественно выглядят складки на юбке, как теневая часть, высветлены изгибы их верхушки, потрясающий низ юбки, подол, не размыто, не разбрызгано. Тени от предметов, вот от каблучка как легла, как сам каблучок получился, все четко, понятно. Белоснежные чулочки цвета прошлогоднего мха, все потрясающе, одним словом, да. Да, друзья, много единичек, двушек, трешек, четырешек, шахматки в момент вышивки. Но в итоге шахматка, блендируясь с близкими по тону цветами, плавно растворяется и не выходит пиксельностью на передний план. Вот так. Одним словом, друзья, результат перед вами. Картина получается объемной, естественной, словно из-под кисти художника. Мне нравится именно вот такой эффект. Да, что только подходя совершенно близко, ты видишь, что картина состоит из ниток разноцветных. Это потрясающий восторг, просто восторг, да. И что хочу еще сказать, друзья, у меня очередная викторина, так сказать, тайны и загадки вышиваемой картины. Вот что я вышила, да? Вначале мы перейдем сейчас к вами к следующему персонажу. Третья часть, можно сказать, началась нашей картины, к Анне. Вот вначале данный предмет я воспринимала как юбку. Вот он. Но вот что-то мне подсказывает, что это какая-то своеобразная емкость, бочка, не бочка. Я не пойму, что это такое. Для шерсти, я так понимаю, что там что-то вот Анна прикрыла фартушком эту емкость, этот предмет, да, чтобы не раструсить, возможно, сырье, из которого она придет пряжу. Вот как загадка для меня, или что-то здесь какие-то, может быть, возможно, инструменты. Но факт тот, что это не юбка, а вот, как мне кажется, сейчас я картинку, а то... Как вы думаете, вот ваше интересно мнение по этому поводу? Ой, сейчас я вас немножко поколыхаю. Вот взгляните, пожалуйста, на картину. Здесь тоже четко просматривается как какой-то предмет, что ли. Да, а юбка-то начинается поодаль, ну, рядом впритык с этим предметом, но все-таки, мне кажется, это не юбка, а может быть юбка. Вот интересно будет узнать ваше мнение по этому поводу. Что это такое? Да. Вот такая очередная загадка картины, одним словом. Куда ни ткнись, тайны, загадки. О, вернем назад фокус. Ну что, друзья, результаты я огласила, впечатлениями поделилась с вами. И теперь я предлагаю перейти ко второй части видео. А еще, друзья, я хочу поделиться с вами своей радостью. Елена Соколова великодушно сделала мне такой сюрприз-подарок, перевела схему, ее первый урок от Golden Kite из формата PDF в привычный для меня формат, который читает электронное приложение Saga. Так что над новой работой я буду трудиться в привычных мне условиях. Да, несказанно рада, друзья. Леночка, спасибо большое вам. Огромнейшее спасибо.
Вы облегчили мне задачу. Невероятно. Спасибо. Леночка тоже блогер. Кстати, я оставлю обязательно под видео ссылку на ее канал. Это многоцветная вышивальщица, наша с вами коллега. У нее прекрасные работы, бесподобные. Причем формат видео рассчитан на 2-3 минуты. И за этот минимальный срок, друзья, происходит магия рождения многоцветной работы. От начала и до оформления. Ну что, друзья, а теперь я вновь приглашаю вас, да, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по далекому прошлому. Загадки драгоценных камней. Пожелтевшие страницы старинных пергаментов хранят множество тайн, загадок и аллегорий. Лапидарии, флорарии, бестиарии в идеальной библиотеке средних веков стояли на почетном месте. Миниатюры, чьи краски не выцвели по сей день, перемежались с описаниями далеких неведомых земель, рассуждениями о целебных или, наоборот, ядовитых свойствах, с представлениями о природе вещей. Границы, определяющие специфику каждого жанра, были достаточно прозрачны, потому что сами представления о живом и неживом в средневековом сознании были определены весьма нечетко. Но, говоря современным языком, бестиарии все-таки описывали в большей степени фауну, флорарии – флору, а лапидарии – все то, что относится к миру неживой природы. Камни и то, что человек того времени причислял к ним, органические объекты, такие как кораллы, янтарь, продукт жизнедеятельности живых существ и прочее, безусловно, занимало огромное место в различных областях его жизни. Они являлись и мерилом ценностей, и магическими амулетами, и украшениями, и медицинскими снадобьями, и ядами, и противоядиями. Мир камней для человека того времени был менее доступен для познания, чем мир растений и животных, и поэтому считался загадочным, таинственным и даже волшебным. Необъективность знаний человека, несовершенство технологий и орудий обработки, сопротивление обрабатываемого материала – все эти трудности приводили к возникновению легенд и поверий о душе камней, их магических свойствах. Камень становится не просто ценностью или украшением, это уже амулет, талисман, охранитель владельца, пособник в делах, покровитель влюбленных, врачеватель больных. Нет практически ни одной древней цивилизации, которая бы избежала культа камней-талисманов. И нет ни одного народа, не создавшего поверий, связанных с камнями. Нет и религий, которые бы не использовали эти мифы в своих обрядах, ритуалах и таинствах. Осмысление сведений о камнях было ограничено теорией божественной сущности всего земного. Отсутствие знаний и элементарной грамотности порождало путаницу минералогических, религиозных, суеверных и мистических представлений. Античные труды Теофраста, Плиния Старшего, Плиния Младшего, Витрувия насыщены поэтическими, но, увы, не всегда соответствующими истине рассуждениями. Средневековые лапидарии стали преемниками античных традиций, но также внесли и свою долю
в информационный хаос. Наиболее древние упоминания о камнях содержатся в клинописных текстах Шумера и Вавилона. О каких камнях шла речь, точно определить удалось лишь не в многих случаях. И достоверным можно признать, что уже тогда человек выделял лазурит, нефрит и сердолик, которые считались камнями священными и помогающими в определенных ситуациях. Верования о камнях древних египтян известны детальнее благодаря обычаю мумифицирования умерших, при котором в одежды мумии вкладывались и каменные похоронные амулеты. Тексты, регламентирующие похоронные обряды, были канонизированы и сохранились в так называемой «Книге мертвых», в которой описаны камни для амулетов и их особые свойства. По сохранившимся каменным амулетам было установлено, что египтяне знали лазурит, сердолик и другие разновидности халцедона, бирюзу, яшму, малахит, горный хрусталь, полевые шпаты, обсидиан, янтарь и кварцит. Пифагор, Платон и Аристотель, жившие до нашей эры, упоминали о целебных или охранительных свойствах камней. Александрийский ученый Плутарх 45-127 года нашей эры составил свод сведений о камнях, их лечебных и магических свойствах. В это же время Диоскорид, врач, написавший фармацевтический труд, кроме 600 растений, описал и около 30 минералов, полезных, по его мнению, при изготовлении лекарственных смесей. В древнейшем документе иудейской и христианской религии Пятикнижии описаны 12 камней нагрудника еврейских первосвященников. В самой Библии нет точных указаний на магические свойства камней нагрудника, но толкователи и комментаторы Талмуда создали целую теорию, посвященную подобным свойствам. Сочинения же европейских авторов о лечебных свойствах минералов представляли собой в основном комментарии к трудам античных писателей и врачей, прежде всего Теофраста и Плиния. В средние века сочинение Теофраста о камнях послужило основой для множества подражаний. Одним из основных источников сведений о лечебных и магических свойствах камней, наряду с античными сочинениями, был также обширный трактат Беруни. Он содержит не только описание камней, но и связанные с ними предания. Целебным свойствам минералов уделено большое внимание в космографии Аль-Казвини, XIII век. Автор этого увлекательного сочинения рассуждает о лечении глаз свинцовым блеском, о пользе питья из хрусталя, о свойстве квасцов останавливать кровотечение, о сверлении камней в мочевых протоках с помощью алмазного сверла, о лечебных свойствах магнита. В 635 году епископ Севильи в Испании Исидор составил новое описание камней Библии, и именно на него ссылались вплоть до XII века, когда более популярными стали труды Марбода, а затем и Альфонса X. Большинство лапидарий основано на классическом труде «Книги камней», написанной между 1067 и 1081 годами. Текст этого самого известного лапидария принадлежит перу епископа города Ренна в Британии Марбоду,
1035-1123 года. Он написан в виде дидактической поэмы о целебных и мистических свойствах камней. Епископ Марбот утверждал, что Господь наделил драгоценные камни даже большей силой, чем травы. Этот труд во многом продолжал традиции античных авторов. Каждая из глав поэмы Марбота посвящена какому-либо драгоценному или полудрагоценному камню, минералу или камню, образующемуся во внутренних органах животных или птиц. Епископ Марбот описал 60 камней, но в настоящее время из них можно идентифицировать только 30. На Руси знали западных авторов, и в составленный для киевского князя Святослава и сборник 1037 года вошли переводы работ Иосифа Флавия, Епифания, Георгия Амартала, Козьмы Индикоплова и других авторов, так или иначе касавшихся камней самоцветов. Торговые связи между государствами Средней Азии, Закавказья и Иранского Нагорья позволяли получать информацию из Бухары, Хорезма, Персии, Индии, Грузии и Армении. Так что наши предки были знакомы с представлениями о камнях. В XI веке были созданы труды среднеазиатских ученых Бируни, Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни, 973 около 1051 года. Собрание сведений для познания драгоценностей. И Авиценны, Абу Али аль-Хусейн ибн Абдаллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина, около 980-1037. Канон врачебной науки. Любопытно, что выдающийся врач своего времени Авиценна говорил, что все камни чем-нибудь полезны, а математик и астроном Бируни ничего не принимал на веру, и описание камней нередко заканчивал словами «опытом это не подтверждается» или еще резче «и нет конца этим бредням». Аббатиса монастыря Хильдегарда из Бингена 1098-1179 изучала медицину и лечила больных по долгу христианского милосердия. Она знала Плиния, многое почерпнула у Константина Африканского 1020-1087 года, ученого-монаха, переводившего на латинский язык труды корифеев арабской медицины, и у Марбота Ренского. Ею описаны 25 минералов, причем рекомендации всегда очень конкретны. Камень нагреть и прикладывать к больному месту, или пить воду, в которой лежал нагретый камень, или часто и подолгу смотреть, например, на изумруд. Минералы исследовал выдающийся европейский ученый Альберт Беллептецкий 1193-1280, и его труды, названные последователями Большой Альберт и Малый Альберт, охотно цитировались авторами Средневековья. В своих трактатах о минералах он подробно описывает тайные свойства камней, кое-какие из которых он сам проверил на опыте. В том же трактате он заявляет, что геммы с резными изображениями наделены мистической силой, особенно если они произведены самой природой без вмешательства человека.
Такие идеи вплотную подводят к практике изготовления талисманов, магических изображений, медалей и печатей, призванных защищать своего владельца. Ученые древности и средневековья считали, что всеми своими чудесными достоинствами эти предметы обязаны влиянию звезд, ибо, согласно Аристотелю, земными событиями управляют небесные тела. С развитием естественных наук книги о необычных свойствах камней стали считаться сборниками сказок и легенд, народных преданий и суеверий, недостойных внимания серьезных читателей. И лишь в конце XIX – начале XX веков стали появляться работы, посвященные этим страницам истории цивилизации. Большая сводка преданий и легенд о драгоценных камнях была опубликована нью-йоркским минералогом Кунцем в 1913 году. И в том же году обзор поверья о камнях сделал в своих лекциях пражский минералог профессор Карл Тучик. Исследователи предприняли серьезные попытки понять, какие же научные факты лежат в основе поэтической минералогии. Существуют ли ответы на загадки, которые хранят старинные манускрипты, на страницах которых тесно переплелись правда и вымысел, факты и легенды. Лапидарии, как своды знаний о минералах, хранили в себе самые разнообразные рассказы о чудесных свойствах камней. Описания как реалистических, так и самых фантастических рецептов с применением камней в различных видах для лечения болезней и совершения всевозможных магических манипуляций. Вот что писал об изумруде Марбот Ренский. «Все, что зеленого есть, изумруд превосходит красою. Видов 12 его, говорят, существует на свете. Лучшая форма у тех, что имеют ровное тело. Камень удобен такой, говорят, испытателям таинств, если провидеть хотят и давать по воде предсказания. Множит сей камень богатства, нажитые благочестиво, в случаях всех наделяя слова убеждающей силой, словно само красноречие находится в камне подобном. Если подвешен на шею, смирит лихорадки свирепость. Способом тем же лечить и подучий страдающих может. Лечит лекарством зеленым поникшие в дряхлости узы и полагают, что он отвращает неистовство бури, и сладострастие, он, говорят, умеряет порывы. Зелени большей он может достичь и красы совершенной, если вином орошен и намазан зеленой оливкой. Часто в лапидариях антропоморфная тема. Камни имеют душу, испытывают эмоции. Есть сосуществующие и антагонистические камни. Дружественные, которые могут носиться одновременно одним человеком, и враждующие, которые приводят при одновременном ношении к болезням, потере сна и прочим неприятностям. Камни, как люди, обладают характером и могут испытывать друг другу приязнь или неприязнь. Есть ли у подобных утверждений реальная основа? Скорее всего, подобная постановка вопроса представляется лежащей в сугубо эстетической сфере.
Но нужно отдать должное наблюдательности авторов лепидариев. Действительно, если были использованы разные украшения одновременно, могут наблюдаться описываемые болезненные симптомы. Но речь идет не о камнях, а о металлической основе, оправах украшений. Одновременное ношение золотых и серебряных или еще каких-либо разнометаллических вещей приводит к эффекту пусть слабого, но электролиза. А это у людей нервных, чувствительных и болезненных часто вызывает неприятные ощущения, вплоть до экземы и воспалений. Так у одной женщины, много лет носившей серебряные сережки, а затем сменившей их на золотые, мочки ушей начали гноиться. Налицо электролитический эффект от взаимодействия золота и микрочастиц серебра, оставшихся в коже. По мере совершенствования знаний о камнях, разработки новых видов огранки, облагораживания и окраски камней, накапливались и суеверия, связанные с камнями. Ведь часто человек, будь то древний грек, средневековый европеец или современный американец, хочет иметь не просто красивую вещь, а амулет, талисман, нечто таинственное и могущественное. Светские правители и князья церкви со страстью коллекционировали перстни, гемы, драгоценные камни. Естественно, с ростом этих коллекций ширилась молва о них, распространялись и всяческие легенды, крепли суеверия. Считали, например, что перстень лидийского царя Гигиса мог сделать своего владельца невидимым. Осторожный английский король Иоанн Безземельный не расставался с перстнем, украшенным бирюзой. В те времена считали, что бирюза обнаруживает яды и предохраняет владельца от отравлений. Изумруды и сапфиры тоже нередко украшали золотую королевскую посуду, поскольку считалось, что они, как и бирюза, помогают обнаружить подсыпанный в пищу яд. Описывая обстоятельства смерти короля Иоанна Безземельного, английский историк XVI века Рафаэль Нолиншет упоминает о возникших у короля подозрениях, что подданные ему груши были отравлены, поскольку его драгоценные камни тут же покрылись влагой. В магической силе своих перстней уверяли окружающих, а может быть и сами в это верили, французский король Филипп Красивый, русский царь Иван Грозный, шотландская королева Мария Стюарт, писатели и поэты более поздних времен Вальтер Скотт, Франсуа Рабле, Оскар Уайльд, Оноре де Бальзак, Александр Пушкин. В лапидариях содержались сведения о разнообразных оккультных и астрологических потенциалах драгоценных камней. Дошли отголоски этих знаний и до наших дней в виде всевозможных рассказов о камне, талисмане, имеющемся у каждого человека и зависящем от даты его рождения. Впервые месяц рождения связал с определенным камнем уже упоминавшийся епископ Севильи Исидор в 635 году. А к XIII веку обширная литература по магическим свойствам камней буквально захлестнула Европу. Святые отцы, пересчитывая и используя практически свои драгоценности и, будучи в средневековой Европе единственными, по сути, носителями книжного знания, не забывали также описывать действительные и мнимые свойства этих камней.
Средневековая медицина была интереснейшим собранием разнообразных сведений, свидетельствующих о том, что человек того времени был превосходным наблюдателем, истолковывал увиденное часто довольно своеобразно. Когда из наблюдений нужно было делать выводы, безудержная фантазия, одержимая желанием чуда, вела к поэтическим, но ложным умозаключениям. Тезис о том, что подобное нужно лечить подобным, приводил к весьма занятным казусам. Анемию, бледную немощь, лечили принятием внутрь растертого жемчуга. Или, видимо, по принципу «от противного» рубинами, красной шпинелью. Камням, найденным во внутренностях убитых зверей и птиц, традиционно также приписывали магические и целебные свойства. С помощью камня из желудка голубя рекомендовали лечить рак. Камень, извлеченный из печени или желчного пузыря быка, растирали в порошок и применяли для лечения глазных болезней. В средневековой Европе, а также в эпоху Возрождения бытовало поверье, что камни из желудков или гнезд ласточек помогали при лечении эпилепсии. Камень из сердца оленя при лечении сердечных болезней и кровотечений. Камень из головы дикобраза от головной боли. Особенно ценился драконовый камень, извлеченный из головы пресмыкающихся. Ему приписывали способность лечить проказу. На картине великого Иеронима Босха 1460-1516 «Операция глупости» бродячий медик извлекает из головы своего пациента якобы образовавшийся там камень глупости. Отношение художника к такого рода трюкам отражено в различных символах. Перевернутая воронка означает, что врач – шарлатан. Книга на голове монахини олицетворяет показную мудрость странствующих проповедников, а тюльпан, извлеченный из головы несчастного больного, традиционно отождествлялся в Голландии с золотом. Выманить деньги – это и есть цель всей троицы проходимцев, которым удалось сбить с толку излишне доверчивого пациента. Камни органического происхождения, по мнению многих авторов, могли использоваться в качестве противоядий. Их либо толкли в порошок, разводили водой и принимали внутрь, либо оправляли в золото и носили в перстне. Считалось, что от такого камня, опущенного в кубок с напитком, яд теряет силу. Самым распространенным талисманом от отравлений был безааровый камень, который привозили из восточных стран. О происхождении безаара говорят легенды, одна из которых изложена арабским врачом XII века. Самый лучший безаар образуется на востоке вокруг глаз оленя. Большие олени в этих странах едят змей, чтобы становиться сильнее, и перед тем, как почувствовать себя дурно, спешат броситься в холодную воду, в которую погружаются с головой. Когда начинает течь из глаз, то эта влага, накапливаясь под веками, сгущается, застывает, плотнеет, становится твердой, как камень, и впоследствии при помощи трения оленя о дерево или другой предмет опадает. Этот-то безуар и есть наилучший и самый полезный в медицине.
Безуар, который ценили дороже золота, в действительности извлекался из желудка жвачных животных. Постепенно любое похожее на камень противоядие стали называть безуаром. Однако далеко не все средневековые суеверия заслуживают лишь иронии и забвения. Даже если речь идет о таких, казалось бы, невероятных вещах, как использование безуара в качестве противоядия. Около 30 лет назад американский химик Бенсон, исследуя камни, извлеченные из желудка жвачных животных, предположил, что они действительно способны обезвреживать соединения мышьяка. Между фосфорно-кислыми солями, которые в большом количестве содержатся в камне, и ядовитыми соединениями трехвалентного мышьяка происходит реакция обмена. Вместо соли мышьяка в раствор переходит безвредное соединение фосфора. Кроме того, пятивалентный мышьяк связывается в нетоксичный комплекс белковыми соединениями безуарового камня. Так что еще неизвестно, прав ли был Наполеон, когда велел бросить в огонь безуаров камень, подарок персидского шаха. Император не верил в пустые суеверия. Почему, изучая свойства безуара, Бенсон рассматривал его взаимодействие именно с соединениями мышьяка? А потому что это был один из самых известных и популярных минералов для внутреннего употребления, так сказать. Греки познакомились с мышьяком уже в IV веке до нашей эры, после походов Александра Македонского в Азию. Врачи применяли его в малых дозах как сильнодействующее лекарство. В больших дозах он поражает внутренние органы человека, кровь, кожу и слизистые оболочки. При растворении не дает окраски и запаха. В средние века европейским алхимикам были хорошо известны ядовитые свойства мышьяка. Со временем он вытеснил растительные яды и стал основой большинства ядовитых смесей. Кстати, интересна разгадка роли столь любимой Иоанном Безземельным бирюзы, как индикатора присутствия яда в жидкости или пище. Известно, что яркий голубой цвет бирюзы со временем становится более тусклым. Как говорят ювелиры, бирюза умирает. Современные ученые и химики установили причину такого явления. Бирюза – это сочетание водного фосфата меди и алюминия. Со временем происходит процесс нарушения ее химической структуры и, следовательно, цвета. Бирюза довольно неустойчива химически. Она легко впитывает жиры, поглощает влагу, под воздействием диоксида углерода воздуха постепенно теряет свой небесно-голубой цвет и делается более зеленой. На солнце она медленно обесцвечивается, поэтому средний срок жизни камня не превышает 20 лет. Некоторые химические вещества могут ускорять этот процесс. При этом они могут по совместительству, так сказать, быть ядами для человека. Распространение ядов в эпоху позднего Средневековья, а потом и Возрождения, сделало весьма актуальным изучение противоядий, антидотов. Во многих медицинских школах составляли сборники лекарств и противоядий. Часто основой для них служил антидотарий. Он содержал точные весовые прописи лекарств. Впервые была введена весовая единица грамм.
равная весу одного пшеничного зерна средней величины, а также другие единицы. Введение этих единиц позволило врачам более точно определить разовую, суточную и недельную дозы лекарств для изучения их фармакологического действия, а аптекарям ввести государственную таксу на лекарства. Часто ядами становились и вполне химически нейтральные вещества. Вопрос был в способе их применения. Например, весьма популярным рецептом от разнообразных хворей были толченые драгоценные камни, чаще всего изумруды и рубины. Лапидарий короля Кастилии Альфонса X называют рубин удаляющим печали и дающим радость. Кто его носит, не будет испытывать огорчений. А если камень истолочь в порошок и смешать с сердечным лекарством, то он будет очень эффективным для лечения воспалений и разрушения сгустков крови. Видимо, к лекарству рубин добавляли для усиления его кардиотонического действия. Истолченный в порошок изумруд давали детям при туберкулезе легких. Порошок, смешанный с медом, принимали кормящие матери в качестве лактогонного средства. Толченый изумруд принимали внутрь при укусе змей. Изумрудным порошком лечили также проказу, печеночные и желудочные болезни. Изумруд, помещенный в изголовье постели, излечивает от ипохондрии, предотвращает кошмары, успокаивает биение сердца, содействует успеху предприятия и рассеивает тоску. Изумруд не терпит нравственной нечистоты и лопается при удовлетворении преступных желаний. Толченый изумруд, принятый в питье, обезвреживает яд, колдовство и спасает ужаленных ядовитыми гадами. И положенный под язык сообщает дар предсказания. Альберт Великий, трактат о минералах. Одна проблема. Измельчать твердые горные породы в тех условиях было весьма сложной задачей. В полученном таким образом порошке практически всегда содержались микроскопические частицы, имеющие форму игл и острых пластинок. Эти частицы легко травмировали желудочно-кишечный тракт, вызывая внутренние кровотечения. Застревали в нем и не сразу выводились. С лекарством из толченых изумрудов связана история о сбывшемся проклятии великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Король Филипп Красивый уничтожил орден рыцарей храма, предал пыткам и казням рыцарей-отступников. Жак де Моле и приор Нормандии Жуфруа де Шарне были заживо сожжены в Париже на еврейском острове. В последний момент, когда пламя уже охватило тело, де Моле указал в сторону дворца и крикнул: «Папа Климент, король Филипп, Гийом де Нагаре! Не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий. Проклинаю вас, проклятие на ваш род до 13-го колена». Предсмертное предсказание Жака де Моле осуществилось, и довольно скоро. Через месяц после аутодафе на еврейском острове 20 апреля 1314 года папа Климент V умер от внезапного приступа острой кишечной инфекции.
Еще через месяц в страшных муках скончался канцлер Нагаре. А в конце того же года, 29 ноября, неожиданно умер король Филипп, всегда отличавшийся завидным здоровьем. Было ли причиной скоропостижной гибели 3 главных виновников крушения ордена храма проклятие великого магистра, или, как считают некоторые историки, к их скорой и загадочной смерти приложили руку тайные агенты тамплиеров, весьма сведущие в восточных ядах? Но точно известно, что Климента V в могилу свело, так сказать, действенное лекарство из толченых изумрудов, из рук лучших лекарей, которые давали ему, следуя самым передовым методикам того времени. Кстати, нужно еще иметь в виду, что изумруды, гронный хрусталь, кварц, аметист и некоторые другие минералы – это диоксиды кремния. Они практически нерастворимы в любых жидкостях организма. И даже неострые частицы могут стать центрами-затравками, на которых будут нарастать камни желчного пузыря и почек. Несмотря на пагубные свойства изумрудов и их собратьев, как лекарство вовнутрь, эти суеверия стойко держались, и от них часто зависела мода на изумруды. Убеждение, что драгоценный камень – вернейшее средство от отравления, скорее заблуждение, в основе которого лежит громадный авторитет редкого и ценного камня, десятки легенд, сказок, фантастических преданий. Лечебные свойства сверкающих кристаллов ничем пока не подтверждены. Однако ученый Патканов 1833-1889 год, переведший и издавший со своими комментариями книгу армянского историка XVI века Аракела Таврижецы, пишет: «При лечении болезней нравственного и нервного характера, на которые воображение имеет сильное влияние, драгоценные камни играли важную роль. Объявляя больному, что изумруд, повешенный у изголовья, разгоняет гипохондрию, дурные сны, утешает биение сердца, рассеивает тоску и прочее, врач мог рассчитывать на полный успех, имея в виду веру больного в действенность средства». Что это, как не психотерапия? Да. Ну а на сегодня, друзья, наш экскурс подошел к концу. Пишите комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока.